дождь на улице. Не покататься на велосипеде. Не люблю, когда кончается лето. Ты обещал рассказать мне сказку. Хочешь, я расскажу тебе про маленького мальчика, который стал одуванчиком? Ну, это очень грустная история. И потом, ты ее уже рассказывал? А правда ты можешь придумать сказку про все, о чем я попрошу? Правда. Тогда придумай, пожалуйста, про садик, в котором я гуляю. А как ты хочешь, чтобы с волшебниками? Или на этот раз, может быть, обойдемся без них? Ну, конечно, с волшебниками. И немного грустно. Чуть-чуть. Значит, с волшебниками. И чуть-чуть грустно. Что ж, дай мне подумать. Ну вот, готово. И высунь-ка, пожалуйста, нос из-под одеяла. Давно это было. Ну, не то чтобы совсем давно, но и не то чтобы недавно. А так, серединка наполовинку. Проще скажем, вчера. Стоял над городом большой туман. И не было видно в этом тумане ни домов, ни собак, ни людей. Это было хорошо, потому что многим нравится гулять по улицам в одиночестве. И жил в одном доме волшебник. Каждый день выходил он на улицу погулять и подумать над тем, что бы ему еще совершить такого волшебного. И вот однажды... О, это великолепное слово «однажды». С него-то обычно и начинается все самое интересное в нашей жизни. Однажды, когда на город опустился большой туман, волшебник шел по улице, заложив руки за спину. Так в большинстве своем и ходят волшебники. И мечтал. Хорошо бы, мечтал он, просверлить в луне дырку. Просто так, для чего-нибудь. И еще хорошо было бы сделать очень тепло. Потому что когда очень тепло, тогда можно подольше гулять. Тут волшебник остановился. Или, например, сделать очень интересно. Или очень красиво. Или даже очень здорово. А может быть, просто вообще взять и сделать очень. Причем не просто очень, а очень так, что буквально всем очиням было очень. Ну, просто очень. У волшебников решено, значит, сделано. Волшебник замечтался, делая очень, и не заметил, как очутился в маленьком садике, приткнувшемся возле нашего дома. Да-да, вот тут-то оно все и начинается, наконец. А заметив, огляделся и буквально не поверил своим глазам. На тумане висели огромные золотые буквы. Не на доме, не на заборе, а просто так. На тумане. Волшебник страшно удивился. А поскольку он был еще и очень любопытным, этот волшебник, то подошел поближе, чтобы разобраться. «Может, я сплю?» — подумал он. «Может быть, это мне просто снится?» Он ущипнул себя за нос, подпрыгнул. Но нет, буквы продолжали висеть в воздухе, как висели до сих пор. С одной из них даже капала вниз золотая краска. Капли падали в мелкую лужу, и по ней во все стороны бежали радужные круги. «Какое безобразие!» — подумал волшебник. «А что, если они, эти буквы, свалятся на голову какому-нибудь прохожему? И чего доброго попортят ему шляпу?»
Правду сказать, он ведь был немного завистлив, этот волшебник, и ему не очень понравилось, что кто-то хозяйничал в городе без его ведома. Волшебник пригляделся и попытался прочитать кем-то написанное слово. Он ведь был уверен, что оно какое-нибудь обязательно волшебное. Однако к этому времени буквы уже успели истаять, и теперь висели в воздухе золотистыми прозрачными льдинками, отчего слово можно было читать как хочешь, слева направо и наоборот, сверху вниз, и даже снизу вверх, и как угодно, хоть по диагонали, с угла на угол, все равно было непонятно. Короче говоря, это было удивительное слово. Но разве мало на свете удивительных слов? Волшебник встал на цыпочки и стер слово. И тут же руки у него стали золотыми. Не зная, что делать с такими руками, он подбежал к каналу и принялся их мыть. И тотчас же вода в канале окрасилась в золотой цвет. И в ней заколыхалось отражение домов и деревьев. И вот что странно. И дома-то вроде бы как дома, да не такие, как прежде. И деревья, как деревья, да уж не те, что были раньше. Листья на них золотые, с изумрудными прожилками. Вскоре налетел ветер, смял изображение, и по воде побежала мелкая рябь, похожая на морщины. Волшебник поднялся на ноги, огляделся и увидел вокруг себя такой же золотой мир, только намного больше того, что был в канале. И в этом большом мире происходило самое, что ни на есть настоящее волшебство. Настоящий туман прятал настоящих заблудившихся собак, и настоящий ветер шевелил первыми настоящими золотыми листьями. Некоторые из них обрывались и с тихим шелестом падали на землю. И все это происходило само собой, как будто и не было на свете никакого волшебника. Видя такое дело, волшебник вконец расстроился и побежал домой. Где он? И расплакался. Он ведь был очень маленьким, этот волшебник, буквально первоклассником. Да и был ли он на самом деле волшебником? Или это ему только казалось? Ну, а в садике в это время началась настоящая золотая очень. Было очень интересно и очень красиво, и даже очень здорово, наконец. Очень была такая, что буквально всем оченям была очень. Она была налита в город до краев. И было совсем не важно, что на этот раз волшебник чуть-чуть, самую малость, буквально на одну букву ошибся. У него недавно выпал зуб, и он немного чуть-чуть присвистывал, отчего и вышло у него не очень, а осень, потому что в этом великом городе всегда было очень. Было очень трудно, иногда очень грустно, бывало и очень страшно. Очень было зимой, но зато и летом ведь тоже было очень, потому что в городе была очень. Слоны на асфальте. Была не зима, не осень, не весна,
а нечто ни на что не похожее. Когда небо все в серых пятнах, отчего кажется, что это никогда не кончится, а если и кончится когда-нибудь, то за ним наступит такое же, или, не дай бог, еще хуже. Был старый дом, был темный двор-колодец, во дворе шел сокрушительный ремонт. Тяжелый каток с грохотом мотался взад-вперед по горячему асфальту. В доме жил маленький художник, которому ремонт надоел. И вот однажды он взял зеркальце, поймал им лучик холодного солнца и нарисовал зайчиком у себя под окном на асфальте, там, где была тень, большого слона. Посмотрел на него и улыбнулся. Слон лежал, растопырив в стороны 4 свои ноги и как будто о чем-то мечтал. Тут к слону, фырча и отплевываясь соляркой, подкатил каток и намотал его на свой огромный железный барабан. И слон поехал на барабане туда и сюда, вперед-назад, и каток принялся печатать на асфальте больших солнечных слонов. Слоны получились похожими друг на друга, как братья, но вместе с тем и немного разными. Асфальт, как и многое в этом городе, был положен в кривь и в кось. Так один из них оказался толстоват, другой худоват, третий коротковат, у четвертого плохо пропечатался хвост, 5, 6 и 10 выглядели вполне прилично, а 11, самый маленький, производил, прямо скажем, несерьезное впечатление. 12-му повезло меньше других. Он остался и вовсе без ушей. А машинист в это время крутил баранку нелюбимого катка, отчего и шла работа в кривь и в кось. Тянул ядовитый беломор и мычал сквозь зубы веселую песню. Наконец он заметил, что вместо гладко укатанного асфальта у него получается вообще черт знает что, ни на что не похожее. Остановил каток и подошел к слону, который за время путешествия по горячему асфальту так крепко приклеился к барабану, что не было, казалось, никакой возможности его отодрать. «Вот я тебе, беспризорник», — сказал машинист и ковырнул слона монтировкой, но только поцарапал барабан. Тогда машинист вытащил из кармана слойку, купленную к обеду любимой женой, и сунул ее под нос слону. Слон от радости вильнул хвостом, а машинист схватил его за хвост и отодрал от барабана. Слон пролетел по воздуху и шлепнулся на асфальт. Потом поднялся, покачался и побрел вдоль стены, недовольный тем, что ему не дали покататься. Машинист же залез в кабину, дал задний ход и поехал на обед. Остальные слоны поднялись с асфальта сами, без посторонней помощи, вследствие одной из главных причин всего того, что происходит на свете – из любопытства. И из любопытства же разбрелись по городу. Каждый выбрал себе уголок потемнее и принялся ждать захода солнца. Не без основания он опасался, что хмурое солнце может запросто с ним расправиться, только попадись ему на глаза. Ночью слоны вышли на улицы. Правда, за вечер они сильно поблекли. Им ведь пришлось освещать самые темные уголки, но, тем не менее, оставались вполне симпатичными слонами. Зажглись фонари. А потом, когда настала глубокая ночь, и именно тогда, когда фонари бывают более всего необходимы, они погасли. И тут жители города приготовились по обыкновению ругаться, каждый на свой лад. «Какая темнотища!» — насупился бы один. «Развели тут ни одного фонаря!» — бубнил бы другой. «Как же я дойду до дому!» — сокрушался бы в это время третий.
и брел бы в потьмах в противоположную от своего дома сторону. Но на этот раз неприятностей не произошло. Один из слонов загородил ему дорогу, и запоздавшему прохожему при слабо мерцающем свете удалось прочитать название чужой улицы и чужой номер дома. Он тут же повернул назад, а слон тихонечко поплелся следом в надежде на благодарность. Второй слон пристроился у водосточной трубы и наблюдал, как на ее холодной поверхности собираются капли ночной росы. Третий подался на набережную и завел длинный разговор с рыбаками о прелестях ночной рыбной ловли. Четвертый отправился в гости к своим собратьям в зоопарк. Пятый, шестой и десятый просто бродили по городу, а 11-й мирно похрапывал в подворотне возле кладовки дворника. 12-му повезло, как всегда, меньше других. Ему пришлось мирить двух поссорившихся влюбленных. А потом, как с капризными детьми, бродить по городу всю ночь напролет, чтобы они опять не поссорились, или чтобы их кто-нибудь не обидел. То там, то здесь, то на улице, то в подворотне, а то и на крыше дома вспыхивали неяркие огоньки, и по ним можно было догадаться, что по городу идет, покачиваясь, солнечный слон. Недоверчивые горожане отреагировали на эти события по-разному. В основном, как это чаще всего и бывает, никто ничего не понял. Слон в парке ночью? Не верю. И честному слову твоему не верю. На крыше? Видел? Кого? Да не верю. Вот такого? Вот этими своими глазами? Да иди проспись. Ночью слон? Подсветил номер дома? Да ты бы лучше проверил свой бумажник, растяпа. И к утру, готово дело, расцвели зловещие слухи о том, что в городе орудует шайка циркачей и иллюзионистов. Долетели эти слухи и до семьи машиниста. Он был разбужен соседями, принесшими известие о том, что группой злонамеренных лиц угнан от дома его нелюбимый каток, что тут же было проконтролировано из окна любимой женой машиниста, и что, конечно же, оказалось стопроцентным враньем. К утру была поставлена на ноги не только вся милиция, но также, шутка ли, и городское охотничье общество с ружьями и, страшно сказать, сетями. А в городе в эту ночь не было совершено ни одного преступления. Мерцающая гора внезапно вырастала перед глазами грабителя, затаившегося в темном углу. Кто-то сильный и бесстрашный бродил по улицам города в глухую пору нелюбви, в разбойный час, и, не чуя под собой ног, не разбирая дороги, грабитель припускал прочь, подальше от места ужасной встречи. Когда под утро слоны, уставшие от ночного дежурства, собрались вместе на главной площади города, их слезнуло с асфальта равнодушное утро. Но вечером они появились опять и снова бродили по улицам, светились, наводили свои порядки и не давали уснуть скучным сонным гражданам. И среди граждан пошел слух, что в город вернулись белые ночи. Дождь. На площади около театра
как это очень часто бывает после окончания большого дождя, пахло овациями. Прошел дождь и перешлепал всю площадь серыми ладошками капель. И тогда город, как это было однажды замечено поэтом, стал похож на серую розу, распустившуюся во время ненастья. В минутной тишине, которую дождь оставил после себя, робко звякнул трамвай, дернулся грузовик, стрельнул мотоцикл, и вот они с грохотом двинулись, а по тротуарам, как кузнечики, запрыгали через лужи прохожие, спеша устроить свои дела. И вновь началась обычная городская сутолока, и посреди нее завертелся отлакированный дождем регулировщик. Тут же появились недовольные. Прохожий, налетевший на неподвижно стоящий трамвай, ругал раззяву вагоновожатого. Тот отчаянно трезвонил застрявшему на путях старенькому москвичу, за рулем которого сидел всклокоченный неудачник. И водители, и прохожие хором ругали регулировщика. Он же проклинал их всех, а более всего свою жизнь. В дыму выхлопов неслись прохожие, неслись мимо газетного киоска с прогнутой крышей, совсем, впрочем, не замечая его. А там за стеклом сидел очень живописный продавец во взъерошенной коричневой шубе. Сидел давно и, в общем-то, зря, потому что никто не покупал его газет. Мало кого волновали сегодняшние события. Все спешили в завтра. Выпуск же завтрашних газет, к сожалению, еще не был налажен промышленностью. А рядом с киоском на тумбе сидел задумчивый дворник. Перед ним была мелкая лужа, и он гонял по ней метлой целую флотилию окурков. И никому не было дела до его кораблей. А на другой стороне площади под часами стояла одинокая девушка. Часы показывали уже 10 минут четвертого, но к девушке никто не подходил. В этот самый момент и появился среди городской сутолоки некий старичок в кургузом пиджачке, неглаженных брючках и кепочке, как было потом замечено, надвинутой на самые глаза. Старичок увернулся от самосвала и огляделся. Заметил задумчивого дворника, одинокую девушку, очень живописного и очень печального продавца газет, вытащил из внутреннего кармана пиджачка маленькую серебряную трубу и дунул в нее. Над грохочущей площадью поплыл тонкий и странный звук. И тут же неизвестно от чего прохожие остановились и подняли головы. Откуда? Уж не с неба ли прилетела эта грустная нота? Пассажиры выглядывали из окон трамвая и крутили головами. Водители настороженно разглядывали регулировщика, а он отвечал им тем же. «Это нам показалось», — подумали водители и спрятались обратно в кабины. За водителями успокоились и пассажиры, а прохожие опустили головы. Регулировщик взмахнул своей полосатой палочкой, и вновь все завертелось, и покатилось, поехало и понеслось. И уже через минуту напрочь было забыто о том, что недавно прошел дождь, да такой сильный, что он даже остановил движение. Отошел на задний план театр, возле которого начали разворачиваться события. Были позабыты слова поэта о серой розе. Забыта, забыта прекрасная роза. Разумеется, забыт и сам поэт. Вдруг, стоп, та же печальная нота. Все вновь остановились, на этот раз не на шутку встревоженные, осмотрелись, и только тут заметили старичка, который вертел в руках маленькую серебряную трубу. Он ковырял в ней пальцем, что-то вычищал оттуда и вытряхивал, а потом набрал в грудь побольше воздуха и дунул.
И труба странным образом запела. От ее голоса сорвалась с крыш лавина свежего ветра, небо очистилось от мутной дымки и задышало прохладой. Лужи на асфальте стянуло тонкой корочкой льда, и под ней начали распускаться холодные цветы. «Что это? Смотрите, смотрите!» — заговорили в толпе. «Что он делает? Он портит нам нашу очень. Кто это? Откуда он взялся?» Кажется, он вышел из дверей театра. «Да что вы, его привез в своем москвиче неудачник». «Да нет же, он так и живет со своей трубой тут, на площади. Его нужно немедленно остановить. Нужно позвать милицию!» Голоса зазвучали громче. К этому времени над бледными ледяными цветами закружили белые пчелы. Все быстрее и быстрее. Престо, престиссимо. Быстро, очень быстро. Быстро, как только можно. И еще быстрее. И вот уже не видно их кружения. Все пространство над площадью переплели сплошные белые нити. И тут немногочисленные деревья, кое-где натыканные вокруг площади, в полной растерянности, скинули вниз свои ослепительные одежды. Утверждали, что видели и последнее. Возник на мгновение в холодном воздухе призрак. Город, по самые окна, занесенный снегом, с заледеневшими стенами домов, выстуженными парадными сугробами, в мертвой тишине валящимися с неубранных крыш. Город с пустыми белыми парками, откуда кто-то навсегда выдул жизнь, с остывшим солнцем и замерзшим в воздухе дождем. А старичок все дул и дул. Уже и сама труба покрылась тонким налетом иния, отчего старичок зябко перебирал пальцами. А люди все стояли и слушали чистый голос. И им казалось, что он просит их остановиться, потому что хлопотливая очень уже всего несколько минут назад кончилась, и им некуда больше спешить. И люди оглядывались, и снимали шляпы, и приветствовали друг друга. Кто-то кого-то взял под руку, а тот другой доверчиво склонил голову к его плечу. Кто-то нагнулся и поднял оброненный в суматохе зонтик и отдал его хозяину. Кто-то уступил в трамвае место беспокойной старушке, а она все вскакивала и выглядывала из окна и бормотала, вытирая платочком сухие губы. Эки он, и не находила слов, а потом вдруг нашла. Очень старая, эки он, пионер. Застеснялась и успокоилась, а кто-то просто улыбнулся. Регулировщик спрятал свою полосатую палочку в карман и подошел к ожидавшей его девушке. В киоске разобрали все газеты, даже позавчерашние, и продавец не брал за них денег. А маленькая труба пела и пела. Ру-ру-ру-ру, туру-ру-ру. И все, кто слышали ее голос, понимали, что беспокойная очень и в самом деле кончилась. Но зима не сможет одолеть город. На этот раз вслед за осенью настанет теплое, волшебное лето. И оттого вновь ударил в ладоши дождь. Наш тоже старичок. Видели, как он спрятал свою трубу во внутреннем кармане пиджачка и устроился в углу площади на газету.